Привет, друзья! Сегодня будут представлены интересные утверждения, которые являются правдивыми либо нет. Подключайте свои знания и эрудицию и постарайтесь ответить верно. Пожалуй, начнем. Правда ли, что пот бегемота красного цвета? Правда, у бегемотов нет потовых и сальных желез. Зато есть железы, вырабатывающие секрет красного цвета, из-за чего кажется, что бегемоты потеют кровавым потом. Долгое время считалось, что это защитное средство от ультрафиолета и солнечных ожогов. Однако последние исследования показали, что основной эффект выделяемой жидкости – антисептический, так как вещества в ее составе имеют сильные бактерицидные свойства. Правда ли, что люди не могут дышать и глотать одновременно? Правда, обычно здоровый человек структурно не может одновременно глотать и вдыхать вдыхаемый воздух. Это происходит потому, что пища и жидкости, которые мы глотаем, и воздух, который мы вдыхаем, проходят по одной и той же части нашего горла и пищевода. Пока не достигают точки, где наше горло разделяется на пищевод и трахею, известную как дыхательное горло. Правда ли, что первые бумажные деньги появились в Китае? Правда, классическая бумага была изобретена в Китае в начале II века нашей эры чиновником по имени Цай Лунь, жившим в эпоху династии Хань. Первые в истории человечества бумажные деньги появились в Китае в эпоху правления династии Тан, 618-907 год. Но это были только частные деньги. В последующую эпоху Сун, 970-1278 год, начался выпуск государственных бумажных денег. Правда ли, что кровь крокодила имеет зеленоватый оттенок? Неправда, кровь крокодила насыщена гемоглобином намного сильнее, чем человеческая. Поэтому кровь рептилий насыщенного алого цвета. Правда ли, что акулы никогда не спят? Правда, у некоторых видов акул жаберные мышцы не работают. Кислород из воды поступает в кровь благодаря тому, что акула движется в воде, прогоняя поток жидкости через жабры. Поэтому акулам необходимо постоянно двигаться для того, чтобы дышать. Кроме того, акулы не имеют плавательного пузыря и не могут зависать в воде, как другие рыбы. Их сон можно назвать дремой, когда они как бы спят на ходу. Но тем не менее некоторые акулы приспосабливаются и могут спать, не двигаться. Правда ли, что зеленый картофель смертельно ядовит? Правда, если попробовать зеленую картошку на вкус, то окажется, что она жесткая и горькая. Но помимо этого яркий клубень еще и ядовитый. Дело в том, что в картофеле содержится опасный яд солонин. В обычной картошке уровень солонина небольшой и не вредит здоровью человека. Зеленая картошка с высоким содержанием в ней солонина крайне опасна для человека. При попадании в организм этот яд угнетает центральную нервную систему. Также он разрушает эритроциты в крови, провоцирует нарушение работы почек и органов желудочно-кишечного тракта. Правда ли, что из цветков орхидей делают мороженое? Правда, шелуху семян определенных сортов орхидей применяются в производстве ароматических веществ при изготовлении некоторых видов мороженого со вкусом ванили. А в Турции изготавливают мороженое по старинным рецептам с использованием муки, выработанной из корневищ диких орхидей. Правда ли, что пчелы делают для себя духи из цветов? Правда, орхидные пчелы – опытные парфюмеры мира насекомых. Самцы орхидных пчел используют свои передние лапы для сбора ароматов со всех видов поверхностей,
от орхидей до стручков ванили и даже ароматизированных кусочков бумаги, а затем хранят их в специальных мешочках на задних лапках. Таким образом пчелы-самцы привлекают самок. Правда ли, что черная пантера существует? Правда, пантера относится к роду крупных хищных животных из семейства кошачьих. Данный род представлен 4 ныне живущими всеми известными хищниками – тигром, леопардом, львом и ягуаром. Обычно леопард или ягуар имеют соответствующий черный окрас. Черный окрас пантеры вызван особыми мутациями генов животного, известными как меланизм. Подобная мутация весьма распространена среди хищных представителей семейства кошачьих. Правда ли, что бабочки пьют слезы черепах и крокодилов? Правда, такое явление называется лакрифагией. Таким образом бабочки получают влагу, микроэлементы, такое как соли натрия и аминокислоты, играющие важную роль в процессах их физиологии и жизнедеятельности. Правда ли, что муравьи не спят? Правда, муравьи никогда не спят в полном понимании этого слова, но для восстановления сил и восполнения энергетических ресурсов эти крошечные насекомые могут замирать на пару минут несколько раз на протяжении дня. Этот сон может повторяться до сотен раз в сутки. Способность муравьев восстанавливать энергетические запасы при помощи кратковременного сна называют своеобразным гарантом защиты муравейника, так как большая часть колонии всегда в бодрствующем состоянии. Правда ли, что рассерженная божья коровка может укусить? Неправда, большинство божьих коровок не кусаются, но с целью защиты могут ущипнуть с помощью своих челюстей. Когда наступают холода, они готовятся к спячке, запасаются питательными веществами и выводят из организма воду. Именно в этот период в конце осени они способны к агрессии, как и любое живое существо на планете. Ощущая опасность уничтожения, когда она рассержена, коровка может ущипнуть человека, но укус не опасен. Правда ли, что белые медведи закрывают лапой нос во время охоты? Неправда. Белые медведи закрывают лапой нос только для того, чтобы уберечь его от сильного холода. Даже на лапках имеется мех, между пальцами и на основаниях. И только черный нос является единственным открытым участком тела. Проделывает такие действия северный мишка не во время охоты, а когда отдыхает или спит. Правда ли, что когда лошадь фыркает, она предупреждает об опасности? Неправда. Ранее считалось, что лошади фыркают, очищая нос от слизи и грязи. А также исследователи обнаружили, что лошади фыркают больше, когда радостно кормятся или бродят по пастбищу, в то время как тот же ответ никогда не срабатывает, когда они агрессивны. Правда ли, что куры глотают камни, получая из них полезные минералы? Неправда. У курей есть специальный орган, названный мышечным желудком. Он имеет дискообразную форму и мощную гладкую мускулатуру, которая сокращается с невероятной силой. С помощью этого мышечного органа и камушков происходит размалывание зерна как жерновами. Соответственно, причина поедания курами песка и мелких камней в том, что без них еда не переваривается в полной мере. Поэтому песок и камни должны присутствовать в рационе кур обязательно. Надеюсь, вам удалось справиться с этим интересным тестом и вы узнали что-то интересное. Делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь и пишите в комментариях, какой результат получился.